Здравствуйте, дорогие друзья! Да простят все замечательные спонсоры моего канала по части парения за то, что я не часто стал выпускать видео, а вообще даже пропал на 10 дней, или сколько там уже, 7 дней, 10 дней. Я думаю, они меня простят. Но я сам себе бы не простил, если бы побрился в чехушку от вас и не снял это на видео. У нас слишком много материала, и не так быстро я обрастаю, чтобы еще как-то жульничать и бриться без вас, дорогие друзья. Поэтому к барьеру будем бриться. Чем сегодня будем бриться, пожалуйста, посмотрите крупным планом. Парни, сегодня на обзоре все от Александра. И начнем с первого. Это наш станок. На ручку от Icon 101 бульдог, разновидности бульдог. У него есть 4 головы. 3 из них мы уже посмотрели. Предпоследняя была X3 слант. Сегодня у нас 102 слант. Посмотрите, как она отличается от X3. Обратите внимание, верхняя плита. И здесь верхняя плита, а также вот здесь вот эта риска, которая говорит о том, что именно так нужно совмещать. Про ручку я ничего не говорю, потому что она уже который раз на обзоре, я в восторге от этой ручки. Ну, давайте еще раз, 4-й раз скажу, что я от нее просто балдею. Ручка на самом деле замечательная. Станок трехсоставной, голова разбирается, это нижняя плита. Интересно сделано. Здесь надпись Шайфкрафт, по-моему. Шавекрафт. Угу. Обработка, ребята, просто поражает. Это то изделие, которое вот крутишь в руках и приятно. И крутил бы дальше. Верхняя плита. Ну, я бы не сказал, что поражает. Да, она хорошая, тут все в порядке. То есть, если вот это вот я беру в руки, я просто аж звеню от удовольствия. Это просто очень хорошее. Не в том смысле, что какие-то изъяны все-таки здесь есть. В том смысле, что если это 5, то вот это 5 с плюсом. Я вот это хотел сказать. И бриться будем сегодня, чтобы убить сразу нескольких зайцев. С одной стороны у нас будет уже известная нам зеленая астра. Так, давайте совместим правильно. Вот у нас риска. Находим риску здесь. И вот так будет правильно. Обратите внимание на вылет. Математически правильная завершенная формула. И сбоку, под каким углом наклонен станок. Мыло будет у нас от известного американского производителя, называется Формула Т, серия табака, Shea Butter Висталов. Что это за зверь, мы с вами сегодня узнаем, но столько хвалебных отзывов я давно уже не читал о мыле. Ну, в принципе, давайте проверим, может быть и у нас это выстрелит, у нас в России, на российской воде, сибирской. По мазкам, ребята, будет сегодня. Блин, вот такой вот зенитик, он даже в объектив не влазит. Очень захотелось к нему вернуться, потому что, ну, не знаю, говорили о нем неоднократно, но так вот, чтобы вот по второму кругу пустить, редко возникает желание. Здесь же трудно отказаться от такого соблазна, потому что, на мой взгляд, помазок просто идеален. В нем идеально все. Ну и автошейвом у нас сегодня будет Biolea, Penhaligon's London Biolea Aftershave Splash. Интересная такая штучка, я вам скажу. Есть и парфюм этой серии,
и много других вещей этой серии. Но вот в данном случае у нас будет сплэш. Не дешевый, зараза, стоит не 3 копейки, что-то там или 40 фунтов стерлингов, или 50-60 баксов. Но зная Сашку, как он к себе относится, и что он не отказывает себе в хороших вещах, любит их, а не его, так что я его прекрасно понимаю. Кстати, что касается мыла, не такое уж оно дорогое, оно в принципе нормально в ценовой категории, в пределах 14-16 баксов его можно взять. Ну вот, пожалуй, что... я вам не сказал про второе лезвие. Вторым лезвием у нас будет фидер. Все, ребята, теперь пошли наверх. Итак, друзья, в прошлом обзоре мы узнали, что не все те станки, которые разрекламированы на весь мир и собрали очень много хвалебных отзывов, вполне заслуженно собрали, потому что многим они зашли. Я говорю сейчас о голове X3 Slant от Icon 101. Могут понравиться вам. Вам может не понравиться. Ну, просто нет и все. Почему? Да потому что вы такой. Не голова плохая, а вы такой. Вам нужно что-то другое. Мыло. Также мы узнали, что мыло Fine это всегда мыло Fine. Это хорошая, замечательная вещь. А еще в прошлом обзоре, ребята, мы узнали, что помазок из синтетики для того, чтобы быть охренительным, не обязательно должен охренительно стоить. Он может стоить вполне разумных денег. А также что Момен зажилил нормальный пузырь хорошего одеколона, ну, автошеева, а прислал пробник, но все равно ему спасибо, потому что если бы он его не прислал, мы бы с вами не узнали, что автошеевы и вот такие бывают хорошие. Кстати, отец Дэд в комментариях под последним видео оставил наблюдение свое личное, благодаря которому я узнал, что после сланта X3 щетина на следующий день не кажется такой колкой, а более мягкой. Ребят, целиком и полностью подтверждаю. Вот у меня было какое-то смутное чувство, что-то не то. Я в голове еще не мог себе это сформировать. А вот отец Дэд написал, я стал обращать внимание, и да, так оно и было. На следующий день было такое ощущение, что, знаете, она как не завальцованная, а как вот полукруглая такая вот. И сейчас вот спустя сколько времени, уже 2-3 дня, вот эта вся щетина, она не такая острая. Она быстрее мягче стала. То есть вот тут что-то есть, Ну а сейчас в качестве пришеева я использовал Tobacco Formula от VC Group мыло из штата Аризона. Пока оно у нас там работает, замочим помазок, как вы сами знаете, я вам уже сказал. Так, и пока он там замыкает, давайте себе компрессик такой маленький забабашим. А что я делаю? Ну ладно, пошел так, значит так. По-хорошему надо было мыло вначале вбить. Новички, кто смотрит, вначале делаем мыло, а потом компресс. Сейчас я зарапортовался, сам себя заговорил и сделал наоборот. Не смертельно, я сейчас сам себя наказал, но тем не менее лучше так не делать. Лучше вначале сделайте себе пену, а потом компресс. Если же вы будете делать как вот сейчас, ну тогда будем сбивать не с катли, тогда нанесем прямо на лицо. Зенит. Помазок Зенит Манжурец. За него говорить я уже все сказал. Сейчас, раз уж он снова в обзоре, могу лишь повторить, что я чрезвычайно рад, что благодаря Александру сумел познакомиться с этим помазком. Он душевный, он качественный, он приятный, он, вот на мой взгляд, я сам бы с удовольствием отдал за него те 60 евро, которые он стоит, если бы Саня не подогнал его на посмотреть. Потому что он, на мой взгляд, каждый евро, потраченный на него, оправдывает. Это покупка не на месяц, и не на год, и не на 2. Это покупка на всю жизнь. Мне кажется, он будет пахать. Так, сейчас мы сбросили всю воду, практически выгнали ее всю. Вот сейчас вот загрузили помазок. И давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Несмотря на то, что мыло у нас веганское, не жировое, как вы знаете, отличие веганского от жирового — это в отсутствии жиров животного происхождения. Здесь они все растительные. Но смотрите, как у нас импозантно получается.
Вообще супер. Зенит не забыл свою привычку, свою сущность и особенность работы. Он прям, как знаете, вот так вот, прям вот прям эти, господи, кто ж, привычка-то у них все время такая, не индусы, а эти йоги, во, они все иголочки себе под задницу, под спину, гвозди заостренные бросают и дрыхнут постоянно на них. О, один в один, он прям вот так вот вам, вот прям все, вот прям, ух. И причем это, знаете, не мягонько так, а так хорошо так. О, господи, боже мой, посмотрите, что творится. Я бы, наверное, все-таки водички-то добавил. О. Запах, ребята. Запах чума. Не буду лукавить, я так по описанию маленечко прочитал, пробежался там лимон, что-то лимонограсса, мох, кедр, бла-бла-бла. Слишком много всего написано. Я вам могу сказать, вот короче, запах, вот прям классный. Ну вот. По-моему, 5 минут назад еще все было готово, но тем не менее. Вуаля. Пока все хорошо. Давайте посмотрим, как в работе будет. Астра. Пока интересно. Ну, вообще у Астра это уже 4-я ходка, поэтому я думаю, после этого бритья я ее уберу. Не в том смысле, что она уже плохо бреет, нет, бреет нормально. В том смысле, что я не могу полагаться на ее объективность, хотелось бы более объективных данных. Правильно решил я Астру выкинуть после этого бритья, она уже подтягивает маленько. И это расстраивает, потому что мне-то хотелось бы более объективно оценить голову. Ну, в конце концов, мы на вторую половину переставим физер и попробуем с ним. Размер головы ощутим. Я пока не понимаю, некомфортно из-за лезвия, некомфортно из-за самой головы, но пока особых каких-то таких восторженных чувств не испытываю и такого эстетического удовлетворения тоже. Зря я поставил это лезвие, оно мне мешает воспринимать эту голову. Ну что сделано, то сделано. Видите? Думаю, из-за лезвия. Ну, на 4-й раз я уже не буду мучить. Лучше уже тогда там пройдемся, когда у нас будет стоять физер. Пока впечатление только от мыла более-менее адекватное. Мыло отрабатывает. Несмотря на то, что вот оно сейчас чуточку густое получилось, каждый раз, когда я добавляю чуть-чуть воды, оно принимает свою консистенцию. Могу предположить, что если так хорошо отрабатывает прямо на лице, так, а мы правильно с тобой делаем? Нет, неправильно, переворачиваем. То оно вполне неплохо могло бы себя показать и в скатле, но пока лишь это всего лишь догадки. Так. Переставили лезвие, теперь у нас физер. Взбодрим. Ох, лимонник хорошо идет. Мха здесь не чувствую, но знаете, какая-то нота терпкости есть все-таки. Это, знаете, это веселая, солнечная, звонкая.
такое поднимающее настроение. Не лимонад, но где-то рядом. Никакие не тархуны, не фанты, нет. А вот что-то, вот знаете, как домашний лимонад. Как будто вы своими руками вот взяли лимон, пожамкали его, бросили в кувшин, добавили туда сахара, добавили туда воды, добавили туда лед. И все это вот так, знаете, вот прям, и плюс еще травку свою любимую какую-то туда добавили. Может быть, даже тот же самый тархун, хотя в лимонад тархун, я не знаю, кладут или нет. Хотя почему бы нет. О, вот. Лезвие фидер вторая ходка у него. Ребят, станок ожил, прям реально ожил. Вы знаете, несмотря на то, что оба мыла американские, конечно же, у меня даже мысли не было их сравнивать, но тем не менее в голове сейчас что-то пробежало. А чем они разные? Разные, ребята, разные. Это кажется тяжелее. Нет, с работой все в порядке, вот оно как-то так. Если файн, воздушное какое-то, фееричное, при всем при том, оно всю работу делает, это более такое грузное, что-то вот такое есть. Да. Кстати, попутно родился ответ и на один из вопросов. По-моему, под третьим или под четвертым видео сегодня прочитал комментарий парнишки, который пишет, что впечатлен увиденным видео. Спасибо большое. Но основное, что меня поразило, человек 15 лет бреется как? И все эти 15 лет бреется именно кассетниками. И постоянно его преследуют муки, раздражение. Он ничего не может делать. Ему все время плохо. Перепробовал уже все средства. Буквально. Говорит: Вадим, скажи, говорит, что взять? От и до, говорит, все возьму, говорит, хочу по-человечески уже побриться. Это отдельная тема видео, отдельно об этом скажем. Вот все-таки доберусь я, ребята, и сделаю это отдельное видео обязательно. Вот прям вот же они, все эти ответы. Вот мы сейчас через это все проходим. Но для новичка, возможно, тут не все так очевидно и все ясно, поэтому постараюсь сделать отдельное видео. Но для новичков есть еще один ответ. Станок Дорка, бери с лезвиями Дорка. У меня все тянет, у меня все не то. Сегодня поставлю Ниву. Так вот же тебе ответ. Вот смотри, правая сторона. Не то лезвие. Само по себе лезвие хорошее, но здесь оно уже не то. А с левой стороны посмотри. Так вот тебе и ответ. У тебя есть в руках, в принципе, неплохой станок. Так ты попробуй лезвиями, поиграйся. Не надо на одном и том же долбить. 3-4 раза попробовал, чувствуешь, что не идет. Все, убери его нахрен. Это лезвие в этом станке не твое. Будет у тебя другой станок, ты поставишь это лезвие, возможно, запоет. Или будут у тебя эти лезвия, ты станок другой возьмешь, тоже, возможно, запоет. Но эта связка не работает, не мучь себя. С 3 раз не запела, дальше точно не запоет. Меняй лезвие, ну или станок. Так, блин, а я забыл, как мы тут проходили, как нет. Ага, вот что у нас осталось. По-моему, так. Вот, ребят, вот сейчас вот с этим лезвием тут прям, можно сказать, удовольствие получаешь. Тут уже совсем другое. И качество бритья то же самое. Так, давайте уже на подбивку пошли, а за одним посмотрим, что же у нас, собственно, по моске-то осталось. Опа. А наш зенит нас не подвел, ребят. Как обычно. Смотрите, что. 2 нормальных стояка. Ну просто прелесть. Вот они. И они падать с ладошки не будут. Это говорит о том, что помазок хорошо умеет работать. И, конечно же, мыло отлично. Так, давайте его пустим по прямому назначению.
А в своем объеме, когда вот так вот, если вы его возьмете в руки, ребята, как лимоном, прям не лимон, не тот лимон, который вы взяли, разрезали, а лимон в чае. Он уже, знаете, он уже какой-то вальяжный, он такой, знаете, он уже распущенный, он уже весь вот яд свой, резкость, все это выпустил, он уже хороший, он уже добрый, приходите, берите меня, и вот этот запах он дарит. Или, допустим, вот лимонник, трава, она тоже не резкая такая, знаете, по шарам не бьет, она мягонькая такая, вот на тебе самое лучшее, что есть в лимоне. О, вот так пахнет, вот прям приятно. Ну все, и вуаля. Все, ребят, могу сказать и про станок, и про помазок не буду говорить, хотя так вкратце пробегусь, уж долго его давно не было на обзоре. Сейчас дайте мне пару сек, я приведу себя и к автошейву. Ощущение, конечно, просто прекрасное. Ребят, в одном из видео спросили, как вы храните мыло, твердое мыло. Ребята, как его хранить? Оно все в коробках. Побрился, открыл его, дал ему постоять час-два, когда вот эта вот верхняя пленка высохнет, закрыл, и да, собственно, и все. А если оно без коробки, так поставьте его куда-нибудь в то место, где оно стекает. И все, оно высыхает, и нормальное будет. Ребят, я не знаю, может быть, я неправильно делаю, может быть, не по фэншую. Я не хочу вас учить, как правильно. Я просто говорю, как я это делаю сам. Меня пока это не подводило. То есть вот храню мыло так, и оно у меня служит долго, верой и правдой. И нормально. И пока плохо не было. Ох. Ну что ж. Давайте. Ух. О, ребята, мало того, что мужской, он еще, бляха-муха, он еще с винтом для хитрых мужиков. Скажу вам так, отверстие чересчур здоровое, да, тут джентльмен, все такое прочее, но сыкотно наливать, потому что вот я прям боюсь, что я много вылью. Как-то вот за это вот оценку бы снизил сразу. Аромат. Одеколон. Ух, мама дорогая. Ух ты, господи, что ж. Ух ты. Ребят, это... Блин, я понимаю, почему он таких денег стоит. Это... Это Оксфорд. Это все вот такие вот дядьки, но не в смысле, что они носы позадирали, у каждого корона вот такая, а и ходит там, типа там, ты кто такой там, вообще там, чучело там, нет, а все вот такие дядьки, они великие умом, понимаете, и вот когда заходишь туда, и вот прям, меня там не было, я так себе это представляю, и вот прям чувствуешь, что это вот присутственное место какое-то, не в смысле духовно, а в смысле вот, ну, в некоторой степени может быть да, но не религиозно, а вот что-то вот прям вот умные люди, умные, естественно, не бедные нифига, далеки от повседневной суеты. Вот все вот это вот пыль, тлен, суета, какие-то там склоки, дробки, там вот эти вот там что-то сплетни. Нет, это все это в другом мире, это не у них. Это спокойные, уравновешенные, уверенные в себе люди, которые знают цену себе, знают цену дружбе, своим друзьям. Вот знаете, вот что-то вот спокойствие, уверенность, достаток, прекрасное прошлое, великолепное будущее, замечательное настоящее. Прям как в другой мир, вот так глазком раз так вот заглянул. Ух. Да, ну,
Я понимаю, что тот букет, который описан на сайте, да, прочел так, это, его трудно разделить и разложить по составляющим. Это именно букет, это именно конгломерат. Александр очередной раз угадал, попал не пальцем в небо, а пальцем в точку, потому что букет просто обалдеть. Просто обалдеть. Если уж автошейв так пахнет, это так я его ощущаю. Я представляю, что у них с туалетной водой, это вообще, вы знаете, да, здесь написано Лондон, то все 5-10, но вот если бы мне сказали, что вот это и есть старая добрая английская школа, не Тейлор. Тейлор, ребята, извините, при всем моем уважении, он мне не зашел. Для меня это что-то вот чуточку кричащее, что-то чуточку резкое, понимаете? Ну, не понтовито, ну, чуть-чуть, вот может быть, что-то от этого слова понтовито. Здесь никаких понтов. Спокойная, всепоглощающая уверенность и просто, ну, знаете, как в том анекдоте. Маленький бычок подпрыгивает, давай быстренько сгоняем там, и большой сидит уверенный в себе. Это большой бык. Он в себе уверен, и я точно знаю, что это хорошо стоит. Хорошо стоит, и я думаю, что правильно стоит. Потому что хорошие вещи не должны быть дешевыми. Да, иногда бывает ИГ за большие деньги продают, все мы с вами это знаем, но здесь не тот случай, ребят. Это я поражен, покорен. Просто обалдеть, просто обалдеть. Вот эта вещь. Считайте, что это отзыв, я к нему даже возвращаться не буду. Лучше, чем я сказал, я уже не скажу. Вот must have с моей точки зрения. Если вы можете себе это позволить, ребят, возьмите, на мой взгляд, не пожалеете. Конечно, все фломастеры, кому-то заходит, кому-то нет, но таких запахов я еще не встречал в своей жизни. Это вот, мне кажется, это вот зайдет, должно зайти. Поехали дальше. Давайте, наверное, по ступенечкам. Мыло Формула Т, табака из Арканзаса, VSP, Weight Shaving Product. Ребят, я в трудной ситуации. С одной стороны, это мыло заслуживает полной пятерки. Скольжение. Ну, давайте по порядку. Пенообразование 5. Структура пены 5, как оно помогало скользить станку, тоже 5. То есть тут как бы не прикопаться. Запах хороший. Не скажу, что прям сбивает с копыт, но прям вот замечательный запах. Ну, замечательный. Хороший. Докопаться не до чего. Что-то как-то вот и... Если вот файн просто хочется, да действительно файн. Вот как называется прекрасно в переводе на русский, так вот и так оно и есть. Мыло хорошее, мыло замечательное, и минуса не за что поставить. Но что-то не ёкнуло. Может, у кого-то другого ёкнет, может, кому-то другому зайдет. Ребят, ничего плохого про него сказать не могу. Ну, просто не мое. Вот, скажем так, если вот файн я пробовал, я с удовольствием бы оставил его себе. Если бы мне вот прислали это на обзор, то я бы это тоже попробовал, но себе бы я его оставлять не стал. Ну, что-то как-то вот так вот. А так хорошее мыло, ну просто хорошее. Помазок. И прежде чем сделать первый обзор на этот помазок, я так маленечко порыскал, посмотрел, думаю, ну, может, какие-то отзывы, там, хоть понять, о чем речь-то. А еще не пробовал ни разу, еще обзора не было. И я встал в тупик, отрицательных отзывов-то нет. И на наших не нашел, на американских, на английских тоже не нашел. Думаю, ну блин, ну что, ну дифирамбы поют, ладно, разберемся. И первый раз, как я им побрился, блин, меня вот отпусти с поводка, я сам бы туда побежал дифирамбы петь, потому что я понял, что это да, это оно. Ребят, с того времени ничего не изменилось. Это вещь. Это хороший, отличный помазок за достаточно, ну, не маленькие, но и небольшие для такого помазка деньги. Подобного плана вещи я встречал и подороже. И причем не факт, что они были бы лучше. Дай бог, если бы они хотя бы до этого дотягивали, хотя по ценнику-то были подороже. Поэтому, ребят, это помазок. Это помазок, пускай он не самый маленький, ну и не самый большой, но помазок большой буквы. Так что Зенит, 506 манжурец. Ребят, у кого позволяет достаток, кто может себе это позволить и кто любит массирующие помазки, которые вам вот так вот все, вот тут как взбодрят, так в коленку, знаете, позвоночек, ты, в трусы посыпал.
сыпался. О, вот это хорошая, прям знатная штука. Он вас гладить не будет, он вам там все как надо сделает. Вещь. Станок. Это последняя голова Айкона 101 с ручкой бульдог, которую нам предоставил любезно Александр, на поглядеть, на потрогать, на пощупать, на вам показать, самому посмотреть. Ребят, я не скажу, что я впечатлен слантом X3. Ну да, бреет, станок. И я ждал какого-то чуда от 102 слант-бар. Чудо тоже не случилось. Бреет. И самое интересное, что тут повторяется история с мылом. Сказать-то ничего плохого я не могу, потому что тут-то в принципе-то все в порядке. Бреет, и бреет-то отлично, замечательно бреет. Но когда я сам себе задаю вопрос, а чем, собственно, он таким отличается, чтобы я вот тут восторгался весь, от чего-то другого, от вещей, скажем так, попроще. Разор, рак, я не знаю, там, прогресс, да, я не знаю, 37-й, файн. Ничего такого нет. Совершенно нет. То есть ничего такого не случилось, чтобы у меня какую-то, струнку зацепило, чтобы эта струна запела, и в унисон весь организм проснулся, глаз встрепенулся, заблестел, и бум, вот оно, ни хрена себе. Ребят, этого ни хрена себе не случилось. Если с закрытой головой, да, это ни хрена себе было. Прямо, знаете, как в бубен, башка вот так вот ходуном, да как так же, да как, тут же все просто. А торкнуло и очень хорошо, то здесь как, бреет, хорошо. Зашибись. И я не знаю, если поддержите идею, не поддержите. У нас 2 последние головы были со слантами. Чтобы окончательно поставить эту историю со слантами, не так уж их много, на наше счастье у нас есть 4. 2 Александр предоставил, и 2 еще у меня есть. Это 37-й и Fine. Если поддержите идею в комментариях, то следующий пойдет, допустим, какой-то из этих станков, и мы сразу же 2 сланта прогоним. Так у нас получится 4 подряд обзора со слантами, и можно будет как-то понимать уже, как допустим, из каждого из них складывать мозаику. Если нет, то перейдем, там Меркур Андрюха прислал, прошу прощения, Паркер 91 Андрюха прислал, за что ему огромное спасибо. Перейдем на те. Так что тут на ваше усмотрение, на ваш выбор. Пожалуй, что и все. Прошу еще раз меня извинить за то, что не так часто балую вас видео, как хотелось бы, потому что мой замечательный монтаж еще не закончился. Как только он закончится, я тут же вернусь к вам и продолжим все темы. Ответы на вопросы, бритье, парение, прочее. Все возобновится. У меня не хватает времени элементарно ответить в контактах. Я сегодня зашел, передо мной выбор. У меня 1,5 часа свободного времени, или делать видео, или сидеть отвечать в контактах. В контактах 21 вопрос. Так что, парни, извините, еще пара-тройка дней. А на этом разрешите с вами попрощаться. Сказать вам... Пускай у вас всегда все будет хорошо. И дай вам Бог здоровья, и дай вам Бог, чтобы время от времени вас небеса баловали чем-то таким ярким, пронзительным и таким, знаете, прям душевным. Чтобы подошел, как, знаете, вдруг так, пойдем, пивка. Или наоборот, ребятки, вы еще счастья не видели, на вас ушаты, стоишь, да, и так бывает, да, ребята, и так бывает тоже, чтобы в вашей жизни это тоже случалось. И до новых встреч, пока-пока, с вами был я, Вадим.